Привет, друзья! Декабрь уже наступила, значит и праздники не за горами, поэтому сегодня мы готовим обалденное праздничное блюдо. Это, конечно же, потрясающие, сочные, ароматные перепела на сковороде с шампиньонами. Блюдо будет очень вкусное. Досмотрите видео до конца, поставьте оценочки и подпишитесь на канал, я очень для вас стараюсь, мне будет очень приятно. Для блюда нам понадобятся перепела, лук, морковь, сливочное масло, шампиньоны, красное сухое вино и приправы, тимьян и паприка. Здесь у меня 7 птичек, я промыла их раз 5 точно, очень хорошо и тщательно. В них были еще внутренности, внутренние органы, я их убрала, но мы тоже будем их использовать для этого рецепта. Так как птичек мы будем обжаривать на сковороде, я вам очень рекомендую их хорошо просушить и внутри, и снаружи бумажным полотенцем, чтобы осталось минимум жидкости, потому что она будет очень сильно брызгать во время обжарки и, конечно же, запачкает вам всю кухню. Это потроха, которые я достала из перепелок, здесь сердечки, желудочки и печенка, я не буду их обжаривать на пару с перепелами, но добавлю их во время тушения. Теперь нарезаем все эти ингредиенты. Чтобы перепела получились более сочные, более вкусные, я советую вам, прежде чем их тушить, обязательно слегка обжарить. Можно обжарить просто в оливковом или в растительном масле, но они будут еще вкуснее, если вы добавите пол-рюмочки коньяка. Сегодня я не добавляю, но в целом это очень такая хорошая рекомендация, проверенная, поэтому если есть возможность, обязательно сделайте именно так. Когда все ингредиенты уже нарезаны, подготовлены на плите, все готовится на самом деле очень быстро. Я сначала разогрела немного растительного масла, можно использовать оливковое. Теперь нам нужно аккуратно обжарить перепелов со всех сторон. Птички хорошо подрумянились, отправляю к ним лучок. Можно на этом этапе немножечко добавить соли, потому что благодаря этому лучок пустит больше сока, и сами птички насытятся его чудесным, потрясающим ароматом. Через 3-4 минуты уже можно добавить морковку. Морковка очень яркая, красивая, сразу преображается блюдо буквально на глазах. Теперь отправлю сюда шампиньончики. Шампиньоны для этого рецепта можно нарезать очень мелко и тоненько или, например, покрупнее. Будет вкусно и в одном, и во втором случае. Грибочки начали пускать сок. Посмотрите, какая прелесть. Вы можете себе представить, что весь этот грибной сок впитают в себя наши перепела. И какими они вкусными получатся в итоге. Я даже вам не могу передать, какой сейчас аромат здесь на кухне. Не могу дождаться, чтобы уже побыстрее приготовить это блюдо. Получается действительно очень красиво и аппетитно. Добавлю вино, пусть оно смешается с грибным соком, и перепела потушится в этом прекрасном соусе около 5-7 минут. За это время выпарится алкоголь. Вино я использую сухое, поэтому даже когда оно выпарится, то есть когда выпарится алкоголь, вино оставляет легкую кислинку, поэтому для этого рецепта я часто использую небольшое количество сахара, можно добавить буквально пол-столовой ложки, но я знаю, что это очень такой индивидуальный момент, то есть не все любят добавлять сахар вместе с мясом, по желанию можете добавить, например, мед или оставить так, как есть, и расскажите, что у вас получилось, поделитесь вашим опытом в комментариях. Теперь убавляю огонь до минимума и добавлю сюда сливочное масло, можно добавить по вкусу, чтобы перепела были более сочными. Я добавляю сливочное масло, чтобы птички, сами перепела, получились немного сочнее. Все-таки это достаточно такой диетический продукт. Если вы не желаете использовать, например, сливочное масло, можете его заменить на мелко нарезанный бекон. Получится просто потрясающе.
На этом этапе уже можно добавить внутренности. И в самом конце осталось добавить приправы по вкусу и соль. Я добавлю 1 чайную ложечку паприки и чайную ложечку тимьяна. Солим по вкусу. В конце можно будет добавить еще немного соли, если вам будет не хватать. Перемешайте всю эту красоту, добавьте немного воды и накройте крышкой. Пусть блюдо тушится до готовности. Тушим перепелок под крышкой около 40 минут. Если птички попались постарше, вам придется потушить их немного дольше, например, около часа. Только не забывайте понемногу подливать воду, чтобы они, естественно, на сковороде не пригорели. Я тушила перепелов 50 минут. Посмотрите, какие они красивые, румяные. Очень сочные и аппетитные. Я бы посоветовала вам при подаче наполнить их вот этими грибочками, морковочкой, с которыми они тушились. Будет очень вкусно. Еще хочу заметить, что оттенок птичек слегка розоватый. Это все благодаря вину, которое мы добавили. Вот такое потрясающее праздничное блюдо у нас получилось. Можно подать эти прекрасные перепела с шампиньонами на красивом блюде, украсить их, например, зеленью и зернышками граната, чтобы это блюдо смотрелось по-настоящему очень интересно и очень по-праздничному. Чтобы блюдо было еще более праздничным, советую вам приготовить глинтвейн из красного или белого вина. Рецепты есть на нашем канале, я оставлю ссылочки для вас в описании под видео. Представьте себе, как вы наслаждаетесь этими перепелами, запиваете прекрасным глинтвейном, и ваше настроение просто на максимуме. И желаю, чтобы оно оставалось таким до конца года и весь следующий год. Увидимся скоро с новыми праздничными рецептами. Обязательно посмотрите, не пропускайте новые видео каждую неделю. Пока-пока!